Всем привет! Сегодня готовим пирожное буше. Это десерт советских времен, нежный и невероятно вкусный. Его можно было увидеть в ресторанах, кондитерских и кафе. А сегодня я делюсь с вами его рецептом. Для бисквита нам понадобится 60 грамм сахарного песка, 70 грамм муки, 60 грамм желтка, у меня это желток от 4 средних яиц, и 90 грамм белка, примерно от 3 средних яиц, и 1 щепотка соли. Для крема необходимо 120 грамм сахарного песка, 60 мл воды, 50 грамм сгущенного молока и 200 грамм сливочного масла. А также по желанию можно добавить 1 грамм ванилина. Для глазури понадобится 100 грамм темного шоколада. Вы можете взять любой обычный магазинный темный шоколад. В белки необходимо добавить щепотку соли для лучшего взбивания. Пока белки взбиваются, тем временем в желтки добавляем 40 грамм сахарного песка, остальной сахар мы добавим в белки, когда масса немного взобьется. Желтки с сахаром взбиваем до густой белой массы. Когда белок немного взобьется, высыпаем оставшийся сахар. Белки взбиваем до очень пышного плотного состояния в течение 3-5 минут. На этом этапе включите духовой шкаф на температуру 180 градусов. Теперь необходимо объединить обе массы. Белки добавляем в массу с желтками и осторожно лопаточкой снизу вверх начинаем перемешивать. Белки добавляем порциями, положили немножко, перемешали, положили еще. Сильно процессом не увлекайтесь, а то тесто у нас может опасть. После того, как белок полностью размешался, начинаем добавлять муку, также в 2-3 приема. Как только увидели, что мука у вас полностью вмешалась в тесто, перестаем мешать, иначе тесто начнет опадать. Тесто перекладываем в кондитерский мешок с помощью стакана. Я использую вот такую вот насадку, даже не насадку, а переходник, просто с круглым отверстием. На пергаментной бумаге я предварительно нарисовала кружочки диаметром 5 сантиметров. Это нужно для того, чтобы все наше пирожное было одинакового размера. Если пергаментная бумага, как у меня, у вас загибается, то просто в этих местах приклейте ее с помощью теста к противню. Тесто начинаем отсаживать в центр, строго вертикально держа кондитерский мешок. В конце перестаем надавливать и убираем мешок. Выпекаем бисквиты в хорошо разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут. А пока пекутся бисквиты, приготовим крем. Для крема нам необходимо сделать сироп. В сотейник выливаем воду и в центр сахар. Теперь, не перемешивая, ставим на средний огонь и начинаем уваривать сироп до температуры 110 градусов. Если термометр у вас отсутствует, то варим сироп до так называемого мягкого шарика. Периодически зачерпывайте сироп ложкой и помещайте в воду. Если сироп после охлаждения стал вот такой вот мягкой консистенции, то ваш сироп готов. Сироп отставляем в сторону и даем ему остыть до комнатной температуры. Мои бисквиты уже готовы. Я их достала из духовки, и в местах, где они у меня немного склеились, я их разрежу ножом, потому что при остывании бисквиты немножко подсаживаются и они могут треснуть.
Пока сироп еще теплый, не остыл полностью, положите в него сгущенное молоко. А теперь отставляем в сторону массу до полного остывания и приобретения комнатной температуры. В размягченное сливочное масло добавим ванилин и начнем его взбивать на средней скорости в течение 3-4 минут до белого пышного состояния. После чего, не прекращая взбивания, вливаем сироп и взбиваем еще около 4-5 минут. Вот такой белый, гладкий, красивый крем у нас получился. Теперь переложим его в кондитерский мешок с тем же самым круглым переходничком или с любой другой круглой насадкой. Печенье полностью остыло, и снимем его с кондитерской бумаги. Теперь, как мы подбираем половинки у зефира, таким же образом подбираем по диаметру 2 одинаковых бисквита. Крем отсаживаем на бисквит таким же образом, как мы отсаживали сам бисквит на пергаментную бумагу. Строго вертикально держим мешочек и отсаживаем по центру. Сверху прикладываем второй бисквит и тихонечко нажимая, выравниваем крем вровень с бисквитом. Один бисквитик у меня оказался без пары, я на него просто отсадила немного крема. Диски темного шоколада я оттемперировала и доведу до рабочей температуры в 35 градусов. Если вы не сталкивались с темперированием шоколада, лучше всего возьмите для глазури обычный темный шоколад из магазина, растопите его на водяной бане, ни в коем случае не перегревая его, и у вас получится отличная хрустящая глазурь. На пирожном буше должна быть не мягкая шоколадная глазурь, а хрустящая из застывшего шоколада. Шоколад поместите в удобную, не очень глубокую посуду и, обмакивая верхнюю шляпку бисквита, поднимите, стряхните лишний шоколад. Если нужно, уберите излишки о край. Готовое пирожное ровно положите и дайте постоять. Мне не очень нравится классический вид этого пирожного. Я его немножко декорирую с помощью белого шоколада. И теперь отправляем наши пирожные на 2 часа в холодильник. Вот такие вот потрясающие пирожные у меня получились. Они отстоялись у меня в холодильнике всего час. Но посмотрите, какой блестящий, красивый шоколад. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, готовьте вместе со мной. Всем пока!